Сегодня в суде Октябрьского района Минска началось судебное заседание по делу студентов, по которому проходят 12 человек. Всех их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Еще до начала слушания к зданию суда пришли по меньшей мере 200 человек. На заседание пустили только близких родственников заключенных. Бабушек и дедушек оставили за дверью. Например, не пустили бабушку Виктории Гранковской, хотя она является ее фактическим опекуном, так как девушка-сирота. А дальше все по классике. Набежал ОМОН и начал разгонять людей. Известно о задержании по меньшей мере 14 человек. Среди них политик Анатолий Лебедько, журналистка Тутбай, Любовь Каспирович, а также студенты БУИРа, БГУИ и другие. Все задержанные были доставлены в РУВД. Позже стало известно, что руководство БУИРа уже требует списки задержанных у здания суда, чтобы сразу же их отчислить. В ответ на все это безобразие киберпартизаны устроили атаку на официальные сайты белорусских вузов. При попытке открыть их появляются сообщения об ошибках. Вчера в телеграм-каналах набирало популярность видео, запечатлевшее вопиющий инцидент, произошедший в Минской школе номер 42. Складывается ощущение, что в учительницу вселился демон. Иначе как можно объяснить ее реакцию на то, что пятиклассник взял без спроса собственный телефон? Знаете, я настоящий учитель, я швабру устроил! Дело в том, что по правилам так называемого педагога все дети на время урока сдают ей свои мобильные телефоны. Однако мальчик с видео взял свой телефон раньше, чем это было позволено, что и вызвало такую агрессивную реакцию учительницы. В свою очередь, администрация школы утверждает, что у родителей мальчика претензий к педагогу никаких нет, но разбирательство по данному факту ведется. А вот версия самих родителей далеко отличается от официальной. Они сообщают, что к данному персонажу уже давно накопилось много вопросов, так как на нее жаловались дети. Это не первый случай, когда учителя применяют рукоприкладство в отношении своих учеников и безнаказанно продолжают выполнять свою работу. Вспомнить хотя бы случай из Гомеля, когда учительница угрожала убить ученика партой. Тогда, кстати, сам Лукашенко поощрил поведение педагога, заявив, что дети в школах бывают неадекватными и что на ее месте он бы вообще отвернул щенку голову. Как говорится, рыба гниет с головы. Пока считающий себя президентом поощряет насилие и жестокость, белорусские школы так и останутся местом, где калечат детям психику. У гомельского активиста и бывшего волонтера штаба Светланы Тихановской Алексея Романова инвалидность второй группы. У мужчины рак. С декабря прошлого года он находится в самой суровой белорусской колонии в Глубоком. К сожалению, именно в таких условиях у него начался рецидив. Его мучают сильные боли. По словам самого осужденного, проще связаться с загробным миром, чем обратиться к врачу в нынешних условиях. Его обещают ближайшим этапом отправить в республиканскую тюремную больницу и в Боровляны. Но верится в это слабо, так как еще одному политзаключенному Сергею Верещагину, который находится в этой же колонии с осени прошлого года, до сих пор не оказали никакой медицинской помощи. Хотя мужчина после жестокого избиения во время задержания получил множество травм, в результате чего у него постоянно кружится голова, темнеет в глазах, а также немеет вся левая часть тела. В связи с этим фонд «Страна для жизни» призывает всех белорусов добиваться максимальной огласки и официально требовать госпитализации и лечения Алексея Романова и Сергея Верещагина. Писать можно как в саму колонию, так и в МВД. Данные мы оставим в описании к этому видео. Напомню, что Алексей Романов был приговорен к 1 году колонии усиленного режима по уголовному делу за оскорбление президента. Но в суде он полностью признал свою вину, подчеркнув, что оскорблял Лукашенко, а не президента, поскольку президентом он его не считает. Чехия может отказаться от закупок автобусов белорусского завода МАЗ в связи с санкциями в отношении пособников режима. Такое решение возможно в рамках ревизии, которую проводит новое руководство Устецкого края. Ранее чехи провели тендер по закупке автобусов, в котором победила компания, обязавшаяся поставить 90 единиц техники. Однако такой итог не устроил чешскую и турецкую компании, которые конкурировали с МАЗом на тендере. В итоге антимонопольный орган отклонил их претензии, но пришедшее к власти осенью 2020 года новое руководство Устецкого края намерено пересмотреть решение своего предшественника, представителя коммунистической партии. В частности, новые власти ссылаются на санкции, из-за которых, помимо всего прочего, могут возникнуть проблемы с поставкой комплектующих для автобусов. Стоит также отметить, что в этом году нелегитимно решил нанести ответный удар собственными контрсанкциями и запретил ввозить в Беларусь продукцию чешской компании «Шкода». Напомним, что ранее в этом году руководство украинского города Львов уже отказалось от покупки 100 автобусов
тормоз в пользу отечественного производителя. Судя по всему, в ближайшее время Лукашенко сможет сбывать продукцию переполненных складов заводов лишь своим коллегам-восточным диктаторам. Ведь цивилизованный мир уже доказал, что санкции – это не пустой звук. И за пытки в центре Европы их организаторы понесут самую серьезную ответственность. 18 лет колонии усиленного режима получил военнослужащий Денис Урат, который передавал телеграм-каналам планы силовиков на День воли. То, что Урат, как честный и достойный человек, служит своему народу, а не захватчикам власти, нелегитимному очень не понравилось. Поэтому месть не заставила себя долго ждать. И кроме столь необоснованного и жестокого приговора, мужчину лишили еще и капитанского звания. Хотя носить какое-либо звание в стране диктатора – так себе удовольствие. О задержании Урада стало известно из блокбастера «Тертеля» «Манкурт» и о предателях в рядах КГБ, вышедшем на режимном телеканале. Там сообщили, что 14 марта во время своего дежурства на посту спецсвязи Генштаба Денис Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и отправил польскому телеграм-каналу. На свободе у него остались жена и несовершеннолетний ребенок. В преддверии начала процесса над Сергеем Тихановским в суде идет рассмотрение гражданского иска блогера по жалобе на налог, который ему насчитали с 900 тысяч долларов, найденных на даче у его матери. Налоговые органы проявили потрясающую жадность, решив отхватить солидный куш денег, которые, по утверждению Тихановского, ему даже не принадлежали. Напомню, что внушительная сумма была найдена во время обыска на даче родителей блогера. Причем это был третий обыск за день, и лишь на 12-м часу усердных поисков усилия следователей увенчались успехом. За диваном отыскался чемодан денег. Вопрос, как знатоки, которые вели это следствие, не смогли найти за такое продолжительное время в небольшом помещении внушительную гору наличных, так и остался без ответа. Не исключено, что они просто принесли кэш с собой и долго не могли придумать, куда его засунуть. Отметим, что суд по жалобе Тихановского проводится в закрытом режиме по требованию налоговых органов. Дескать, в материалах дела содержится некая охраняемая законом тайна. Такая формулировка становится весьма популярной на последних процессах по политическим делам. Например, по этой же причине сделали закрытым суд над Павлом Северинцем. Будет ли закрыт процесс по делу Тихановского, пока неизвестно. Блогера обвиняют по 4 статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Друзья, кто еще не видел, на нашем канале появился документальный фильм о студенческих протестах. Не забывайте поддержать видео лайком и комментарием для его продвижения. А завтра в 17:00 подключайтесь к нашему традиционному субботнему прямому эфиру с Дмитрием Семеновым. Хороших всем выходных и живи Беларусь!